колокольчик. Спасибо за внимание. Сегодня актуальную тему разберем подробно со слайдами, для того, чтобы у вас было представление, как можно победить такое серьезное заболевание, распространенное в старшей возрастной группе, особенно это варикозная болезнь. Ну, считается, что варикозная болезнь – это болезнь клапанов вен. На самом деле, да, действительно, клапаны страдают при этом заболевании, но есть факторы более глобальные, которые предрасполагают к этой клапанной болезни, поскольку клапанная болезнь – это, по сути, ну, уже конечная стадия, да, вот, варикозной болезни. На формирование этой болезни влияют другие факторы, которые в конечном итоге приводят и к клапанной недостаточности вен нижних конечностей. Вот на этом слайде мы с вами видим измененные уже вены, видим фотографию, на которой видны эти измененные вены, и, соответственно, вот мы видим картинку, в общем-то, вот показываю, да, где клапаны уже недостаточно, то есть идет заброс обратной крови, а вот нормальные вены. Вот. К тому моменту, что клапаны становятся недостаточными, приводит несколько факторов. Один из этих самых мощных факторов – это плохой отток крови из нижней части тела, который происходит по нижней полой вене, который проходит через мышцу, которая называется диафрагмой. Вот через эту самую мышцу, как вы поймете из этой презентации, далее связана варикозная болезнь с дыханием, как ни странно. Вот. Ну и с другими факторами. Сейчас мы дальше с вами разберем это все. Вот. Итак, нарушение нормальной работы венозных клапанов с возникновением рефлюкса крови, то есть заброса обратного крови. На начальном этапе возникает замедление тока, вот это ключевой фактор в развитии варикозной болезни, замедление тока крови. Вот это замедление говорит уже о том, что нарушается функция нижней полой вены, соответственно, нарушается функция диафрагмы, через которую проходит вот эта самая нижняя полая вена. При этом изменяется напряжение, сдвига параметр, представляющий собой совокупность показателей движения крови по сосуду, на который реагирует эндотелий. Эндотелий – это такой вот клеточная выстилка, да, то есть то, что выстилает изнутри вены, эндотелий, внутри сосуда. Вот. Клетки этого эндотелия реагируют и запускают механизм, известный под названием лейкоцитарный роллинг, то есть катание лейкоцитов крови вот по этим самым измененным эндотелиальным клеткам. Находится это около клапанов. Там начинает возникать воспаление, как из пункта 3 вот этого слайда видно. Если посмотреть, да, в силу недостаточно изученных взаимодействий катаются лейкоциты по поверхности, и провоцирующий фактор действует длительное время, то есть вот это нарушение оттока. Лейкоциты прочно фиксируются к клеткам эндотелия и активируют воспаление, от чего и начинает изменяться клапан. Вот эти все процессы идут, пока действует фактор вот этот вот застоя крови в нижних конечностях, связанный с диафрагмой. Если его устранить, то эти самые все процессы могут развернуться и в обратную сторону, то есть можно избавиться на самом деле почти от любой стадии варикозной болезни. Провоцирующие факторы заболевания сердечно-сосудистой системы, ну, прежде всего недостаточность функции сердца, когда вот гипертоник всю жизнь там занимается приемом таблеток от гипертонии, сердечная мышца изнашивается от постоянной интоксикации, от постоянной все равно повышения давления, потому что таблетки, как правило, не помогают. Вот. И, соответственно, если есть этот фактор, то его нужно устранять с помощью моих методов, которые позволяют без таблеток победить гипертонию. И многие из вас об этом знают, а кто не знает, вот под этим видео будет ссылочка на методики, которые мы применяем, чтобы избавиться от гипертонии. Сидячий образ жизни, гиподинамия, понятное дело, да, то есть мышцы ног становятся дряхлыми, мышцы ног не соответствуют, сила мышц ног не соответствует весу тела, а если человек еще и мало движения, но много потребляет пищи, особенно сладкой пищи, он начинает полнеть, толстеть, и, соответственно, ноги становятся перегруженными, и человек, даже пройдя там буквально там 50-100 метров, уже испытывает перегрузку венозной системы нижних конечностей. Поэтому очень важно включать в режимы вот эти борьбы с варикозом, режимы длительной ходьбы и режимы правильного питания, да, чтобы человек худел. Это все есть у меня, все эти методики имеются. Вот. Ну и, соответственно, если вы действительно хотите приводить себя в порядок, то находите и их. Но сегодня мы разговариваем о другом методе, да, который напрямую позволяет вот патогенный провоцирующий фактор, который непосредственно влияет на развитие варикозной болезни, именно застой крови в нижней полой вене и в системе вен нижних конечностей, устранить. Длительное пребывание в вертикальном положении, ну это логически понятно, да, беременность, почему? Потому что при беременности возникает как бы сдавление как раз вот этой самой нижней полой вены, вот, и, соответственно,
застой крови. Ну и запоры. Запоры это такая тоже своеобразная беременность, да, только вот без беременности, да, беременность тем, что человек не может сходить в туалет. И, естественно, там тоже все это накапливается в сигмовидной кишке, в толстой кишке, и возникает сдавление, опять же, вен. И приводится это к вот этим вещам. Симптомы я уже кратко озвучивал вам, но еще раз пробежимся. Визуальное расширение вены, отеки ног. Ну, кстати, симптом отека ног, он появляется на ранних стадиях, еще могут быть не расширенные вены, а вы уже чувствуете, что к концу дня что-то у вас какие-то ноги тяжелые, отечные. Это уже предсимптом развития варикозной болезни. Если это есть, не доводите до того, пока у вас клапаны уже деформируются, и потом придется их долго и нудно восстанавливать. Лучше до этого не доводить. Есть отеки, уже можно заниматься профилактикой варикоза, особенно у женщин это касается. Болевой синдром, естественно, возникает, да, неприятные ощущения в ногах, ну, понятно, застой крови венозной, покалывание, распирание, там, ну и так далее, даже до болевых ощущений доходит. Ну и быстрая утомляемость, да, то есть человек с нарушенным кровотоком в ногах, мышцы ног страдают от гипоксии, недостатка кислорода, естественно, у него ноги будут быстро уставать, и чем как бы больше несоответствия между силой ног, оттоком крови из ног и весом тела и физической формы, да, то тем более будет выражена вот эта самая утомляемость. Ну, вот страшная картина. Здесь мы видим развившийся варикоз многолетний. Ну, такая уже последняя стадия варикоза с тромбозами. Здесь мы видим тромбозы, вот красные места, да, на ноге. Вот здесь вот красные места. Вот тут тромбы находятся. Вот это уже кровь застоялась, там не может отойти, и у человека, соответственно, возникает там тромб, сворачивается кровь. Это уже опасно, это может приводить к тому, что данные тромбы могут отрываться, попадать в легкие и вызывать тромбоэмболию легочной артерии, от которой можно умереть. Это очень опасное осложнение. Вот. Ну, пишет здесь, на слайде написано, да, что опасна неварикозная болезнь, появляющаяся на фоне тромбофлебит. Я объяснил, почему это опасно. Из-за вот этой самой ТЭЛа, да, тромбоэмболии легочной артерии. Воспаление внутренней стенки вены, тромбофлебит, ведет к образованию тромбов, вот, которые могут перекрывать просвет, флеботромбоз это называется. И я уже сказал про тромбоэмболию легочной артерии. Здесь в тексте это есть на слайде, отражено. И так далее идем по варикозу. Ну и подвожу вас к самому такому провоцирующему фактору. Здесь на рисунке мы видим, что вот она диафрагма, вот она, вот диафрагма идет. Вот она нижняя полая вена, да, которая формируется из вен нижних конечностей. Вот здесь вот здесь вот нижняя полая вена проходит через диафрагму. Если диафрагма вялая, то она не осуществляет функции вот этого сжатия-разжатия, да, нижней полой вены, потому что это мышечное кольцо, и через него как бы осуществляется сжатие-разжатие, то есть как насос помогает откачивать кровь. То есть, если дыхание у человека неправильно, не диафрагмальное, да, диафрагма не включена, диафрагма выключена из дыхания, а это происходит в огромном большинстве количеств случаев у людей старше 50 лет, то будет застой крови обязательно в венах нижних конечностей, что может приводить и приводит, к сожалению, в большом количестве случаев, приводит к тому, что возникает варикозная болезнь. Вот, и, соответственно, что еще дает дыхание, кроме вот этого момента? Правильное дыхание обеспечивает тонус нормальных сосудов, потому что когда хороший газообмен, то очень хороший капиллярный кровоток и, соответственно, правильный сосудистый тонус. Вены клапанов и капилляров, и венул, ну, то есть полностью в организме совершенно другой кровоток идет. Правильное течение крови по сосудам, это вот как раз про диафрагму, да, и правильный состав крови, то есть клеточную регуляцию процессов внутри сосудов. Вот эти самые клеточные элементы, лейкоциты крови. Доказанный факт, что при выполнении дыхательных гимнастик эффективных, которые включают именно диафрагму, здесь самый ключевой факт, чтобы побороть и запустить вспять процессы, связанные с варикозом, необходимо включить диафрагму, очень сильно ее натренировать, чтобы она помогала оттоку крови. Это будет самый мощный фактор. Никакие операции, никакие там склерозирование, это популярное, да, вен, никакое оперирование не даст гарантии, что не будет рецидива. Да? Но если вы включите диафрагму, то у вас будет излечение, а не просто гарантия того, что не будет рецидива. Вот, поэтому очень важно включать диафрагму, но самое интересное, что при правильном регулярном применении дыхательных практик очень хорошо изменяется состав крови, и вот эти самые лейкоциты, которые запускают воспалительные реакции, про которые я говорил,
они становятся более подвижными и не имеют склонности вот застывать на стенках вот этих вен, прилипать к местам, где находятся клапаны и образовывать воспалительные реакции. Вот это очень важный момент, поэтому дыхательные практики здесь играют ключевую роль в начале излечения от варикоза. Да, потом нужно включать обязательно и ходьбу оздоравливающую по моим методикам. Да, нужно обязательно включать, если есть гипертония, она в большинстве случаев при варикозе наблюдается, факторы борьбы с гипертонией, которые я рекомендую. Да, нужно включать правильное питание, чтобы вес тела приходил в норму. Но это уже вторые этапы. Вторые этапы, когда вот первый этап прошли, диафрагму включили, отток наладили, значит, переходим далее к прогрессированию. Да? Вот. Но, соответственно, дыхательные практики здесь стоят на первом месте и являются ключом к излечению от варикозного расширения вен. Вот. Ну, как и в большинстве случаев, предотвратить или лечить варикоз своими силами можно. Что происходит? Опять повторюсь, да? Улучшение движения крови по сосудам, ускоряется метаболизм, меняется соотношение клеток в крови, об этом я сказал вам. Повышение эластичности сосудов происходит за счет капиллярного тонуса. Вот, все это направлено на профилактику и лечение варикозного расширения вен нижних конечностей. Ну и сейчас мы с вами переходим непосредственно к описанию дыхательной практики, которую я рекомендую применять при варикозном расширении вен. Данная дыхательная практика является эксклюзивной, является авторской, является разработанной на основе клинических изысканий, да, клинических наблюдений моих. Вот, поэтому она является очень эффективной. Сейчас я опишу в общих чертах дыхательную гимнастику, и после этого вы сможете принять решение, применять вам эту дыхательную гимнастику в своей практике или не применять. Но я надеюсь, что большинству из вас, если вы будете действительно упорно следовать моим рекомендациям, основанным на большом клиническом опыте, все это поможет и приведет вас к здоровью. Ну что ж, друзья, мы подошли с вами к непосредственной дыхательной практике. Да? Как правильно внедрить дыхательные практики в свою жизнь и поправить свое здоровье? А конкретно то, о чем я выше рассказывал вам. Вот такой вот видеокурс предлагаю вашему вниманию. Это профессиональный, очень четкий видеокурс, который позволит вам действительно четко все сделать с осознанием, с полным и с полным разбором всех моментов, всех элементов. Что представляет собой данный видеокурс? Секреты правильного дыхания от доктора Шишонина. Первое – это 15 упражнений дыхательных, да, эксклюзивных, анатомических, микроанатомических, про которые я говорил. Более 40 слайдов, которые объясняют, что это будет происходить, как, что нужно делать и так далее. Более 1,5 часов наглядного видео вам будет представлено. Плюс уникальный бонусный видеоурок «Жемчужины правильного дыхания». Это бонусный видеоурок для подготовленных, которые вот освоят первую часть и потом смогут перейти уже к более мощным упражнениям дыхательным, которые я вам, в общем-то, подарю в виде бонуса вместе вот с этим курсом «Секреты правильного дыхания». В теоретической части будут вот такие слайды, и я буду подробно разбирать анатомически, как влияет на почки, как влияет на легкие, как влияет на щитовидную железу, как влияет на вилочковую железу, иммунитет, тимус. То есть очень подробный разбор теоретической части, для того, чтобы вы потом, когда будете делать, понимали вообще, что с вами происходит. Потому что если человек понимает теорию, знает, что с ним происходит, как происходит, то тогда человек добивается как минимум в 2 раза, а то и в 3 раза превышающих по своей эффективности результатов, чем если человек просто тупо выполняет какие-то непонятные для него зачем и как рекомендации. Да? Ну, я скажу там, надо массировать вот здесь. Для чего, зачем? Если человек знает, что будет происходить внутри, он поймет, потому что пойдут ощущения. А если не знает, то ничего не получится. Изучив теорию, вы узнаете, что такое правильное дыхание, что мешает большинству людей дышать правильно, получает от этого значительно оздоровительный эффект. Что необходимо сделать перед дыхательной гимнастикой, чтобы разблокировать диафрагму, в результате полноценно освоить правильное дыхание, потому что диафрагма заблокирована у большинства людей. Какие упражнения обязательно должны входить в дыхательную гимнастику, чтобы она принесла неоценимую пользу для внутренних органов и всего вашего организма в целом. И как повысить активность вилочковой железы. Это очень важный момент. Это только в моей дыхательной практике. С этим вы столкнетесь и действительно сможете это сделать. Даже у пожилых людей, чтобы она проводила серьезную работу по омоложению всего вашего организма. Также узнаете, что необходимо обратить особое внимание, чтобы значительно улучшить ваш иммунитет, о важнейшей роли диафрагмы в жизнедеятельности организма, о которой вы даже не догадывались. Там очень интересный момент теоретический про диафрагму. И чем это обусловлено. И какую роль играет диафрагмальный нерв, почему проблемы с ним могут отразиться на печени, селезенке, а также поджелудочной железе для тех, у кого хронический панкреатит.
И нарушение сердечной деятельности. Здесь, конечно, это нужно знать, чтобы понимать, что вы делаете. Благодаря чему диафрагмальное дыхание способно повысить стрессоустойчивость и помочь вам правильно мобилизоваться в момент стресса. Но это гимнастика не просто дыхательная, да, это гимнастика лечебная, поэтому если у кого-то состояние хронического стресса, надо обязательно поменять эту гимнастику хотя бы 2-3 раза в неделю, вы увидите, что вы станете совершенно другим человеком с точки зрения стрессоустойчивости. Далее пойдет практическая часть, там подробно будет демонстрироваться каждое упражнение отдельно. Там вы узнаете при изучении этой части и подробные подготовительные мероприятия, самый массаж шейного сплетения, вилочковой железы, реберных дуг и мышц брюшного пресса освоите, упражнения особый лестничный крест и массаж малой грудной мышцы и плечевого сустава. Ну, это такие подготовительные упражнения. Также упражнения для проработки большой поясничной мышцы и квадратной мышцы поясницы. Зачем это надо? Для того, чтобы стимулировать функцию почек, друзья, потому что дыхание, как ни странно, как вы узнаете из теории, очень сильно диафрагма именно, да, влияет на функцию почек, поэтому почку нужно, если диафрагма была отключена, нужно будет еще включать, и тогда у вас и почечная функция будет восстанавливаться хорошо. Освоите дыхательную практику, которая состоит из подготовительного упражнения по включению диафрагмы, упражнений по включению брюшных и диафрагмальных мышц, певческого упражнения. Кстати, подчеркну, если вы делали до этого какую-то дыхательную гимнастику, и там не было упражнений с голосом, то есть певческих упражнений, то эта гимнастика явно неполноценная, потому что только певческие упражнения позволяют до конца включить правильно диафрагму. Вот так скажу я вам, друзья. Поэтому именно дыхательная моя практика именно содержит певческое упражнение для того, чтобы действительно сделать ее наиболее полноценной. Психофизические упражнения – это особые упражнения, которые позволяют вам сделать более эффективными сами дыхательные упражнения. И без психофизических упражнений это особые мыслеобразы, которые мы вызываем во время дыхания. Я вам расскажу, какие в этой дыхательной программе. Вот. Тоже будет неэффективно, друзья. Будет неэффективно, не до конца будет раскрываться суть дыхательных практик. И их, самое главное, эффект не до конца будет реализован. А во многих случаях, при многих заболеваниях, особенно хронических, и без психофизических упражнений фактически добиться ничего нельзя. Например, при бронхиальной астме, да, или при хроническом панкреатите, да, или при варикозной болезни. Там без психофизических упражнений ничего не добьешься. Вот такие дела. При том же самом запоре, да, без психофизических упражнений толку никакого не будет у вас. Итак, ну и я считаю, что очень важно, чтобы дыхательная гимнастика приводила к психологическому состоянию разгрузки и бодрости и такого повышенной готовности к здоровью человека. Поэтому я дал там особое, мощное, общее психофизическое упражнение для вхождения в бодрость и режим вот такой вот радования жизни, да. И действительно это вызывается, и возникает мощнейший прилив эндорфинов в головном мозге, поэтому надо обязательно это применять. Ну и после всего мой подарок вы получите обязательно с этим курсом, про который я рассказал. Это жемчужины правильного дыхания. То есть, когда вы освоите курс, вы сможете усилить его эффект за счет вот этих вот жемчужин. То есть, это особые, уже для подготовленных людей упражнения дыхательных практик от меня. Не рекомендую пытаться выполнить бонус без освоения предыдущей части, потому что ничего у вас не получится. Ну, формально, может, вы там как-то и сможете повторить то, что я делаю, но вы не ощутите ничего. Бонус будет работать только у подготовленного адепта дыхательной гимнастики. Поэтому к бонусу переходите на второй ступени освоения. Где-то через 2-3 месяца практики я рекомендую. Может быть, кто более рьяно ежедневно будет делать, то может быть и через месяц. Так, воспользуясь бонусом, вы сможете расслабить диафрагму, чтобы добиться ее полноценного включения при выполнении дыхательной практики. Не только включать диафрагму, но и контролировать ее. А это уже высший уровень, высший пилотаж. Это как раз для астматиков очень будет сильно, то есть работать. Если вы этому научитесь, то даже если первая ступень не до конца вылечила бронхиальную астму, то вот это упражнение, оно вам просто ее добьет окончательно, и не будет у вас никакой астмы вообще никогда. Вот. Провести массаж органов брюшной полости, улучшить их функционирование вплоть до полного исцеления. Вот эта вот часть бонуса будет очень нужна тем, у кого хронические вещи, хронические. Прежде всего панкреатит, да? То есть вот это вот очень важная часть для вас. Провести рефлекторную стимуляцию бронхолегочной деятельности, это для тех, кто страдает хроническим бронхитом, очень хорошо будет действовать, чтобы снова научиться дышать полной грудью, вот, бронхи, чтобы раскрылись, да, с неоценимой пользой для внутренних органов и всего организма.
Оптимизировать кровоснабжение черевного ствола, благодаря чему улучшается питание всех стрессогенных органов: печень, селезенка, надпочечники, поджелудочная железа. И очень сильно вот это упражнение влияет на сердечно-сосудистую деятельность, поэтому у кого ишемическая болезнь сердца, инфаркты, прединфаркты, постинфаркты, у кого аритмия, вот эти вот знания, вот эти бонусы, жемчужина правильного дыхания по оптимизации кровоснабжения черевного ствола для вас, дорогие друзья. И значительно снизить уровень стресса, в результате повысить стрессоустойчивость, улучшить эмоциональное состояние, но это необходимо для всех. То есть то упражнение для вхождения в бодрость из первой части вы вот этим вот бонусом потенцируете в разы. Так сколько же стоит этот видеокурс, про который я вам рассказал, и который вам действительно окажет лечебный эффект, поможет, сделает вас здоровым при многих заболеваниях, про которые вы знаете, что без дыхательной практики теперь знаете, что не обойтись, да? Ну вот, есть две версии, да? Есть версия на флешке. Но я сразу скажу, что цена ее, во-первых, выше, потому что материальный носитель, и нужно ждать доставку до 2 месяцев, может растянуться. Поэтому советую выбирать электронную версию. Флешку могут выбрать те, кто хочет ее кому-то подарить, потому что флешка красивая, наша фирменная флешка. В общем-то, это хороший подарок для тех, кто не знает, что подарить кому-то на праздники, там, на Новый год, на какие-то другие праздники. Многие этим пользуются. А вот чтобы сразу получить доступ из любой точки мира, вот, вы заказываете электронную версию, у вас в кабинете в личном сразу открывается тут же. И, пожалуйста, нажимаете на стрелочку, заказываете оплата банковской карты, удобный личный кабинет, служба поддержки наша. Вот. Ну, необходим доступ, конечно, в интернет. Но в нашем современном дивном мире интернет почти везде есть. Даже в глухом лесу частенько без интернета не обходится. Вот, поэтому, дорогие друзья, она и дешевле, 4,490 стоит вот эта версия. Заказывайте и постоянно пользуйтесь со своих телефонов, с компьютеров, с любых носителей. Заходите в личный кабинет и пользуйтесь, так сказать, всегда в доступе. Как заказать видеокурс «Секреты правильного дыхания»? Соответственно, заказывать. Выбираете версию, нажимаете по стрелочку, заказываете и, в общем-то, при электронной версии тут же получаете доступ, при флешке придется подождать. Вот, поэтому старайтесь выбирать электронную версию, и тут же вам все откроется. Служба нашей поддержки работает постоянно. Она работает как в письменном виде, так и по телефону можете позвонить, если что-то у вас не так, что-то не открывается. Ну и, дорогие друзья, хочу сказать следующее, что не надо думать, что таблетки смогут за вас что-то решить. Только вы сами, используя мощнейшие внутренние резервы своего организма, с помощью правильных знаний, а дыхательные практики от меня помогут вам теоретически понять, что с вами будет происходить. И за счет этого вы обретете уверенность, веру в то, что практически у вас все получится. Это будет вас стимулировать к регулярному выполнению дыхательных практик, и что приведет в итоге к эффекту, да, положительному. У людей, которых, вот я клинически наблюдал, кому я назначал, кто делал регулярно, я не видел ни одного человека, которому это не помогло бы. Поэтому опирайтесь на мой и моих пациентов уже такой солидный клинический опыт, применяйте регулярно, применяйте системно, заказав этот продукт. Потому что заказали, это еще нужно делать, а не то, что заказал и все, не сразу хорошо стало. Да? Сначала надо делать в течение хотя бы 2-3 недель, и тогда вы получите максимальный эффект. Будьте здоровы! На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.